Ну что, приступим к более подробному описанию. Значит, для того, чтобы связать любое изделие, нужно что? Но самое основное – это снять мерки. По каким меркам я вязала? Заказчица снимала их самостоятельно, мне присылала их в качестве сообщения, и уже согласно им я вязала данное изделие. Значит, какие мерки у моей заказчицы? Объем головы 57 сантиметров, объем груди 90 сантиметров, объем талии 93, объем бедер 111 сантиметров, длина изделия 92 сантиметра, длина рук 72 сантиметра. Значит, смотрите, что входит в длину рук. Замер снимался от горловины, вот, плечо и сама длина рук. Мне так проще, когда я вяжу реглан сверху. Я тогда не делю разделение на плечо и на длину рук отдельно. Я снимаю мерки абсолютно сразу полностью от горловины до желаемой длины рукава. Плюс 2 сантиметра, это такой небольшой там отворотик, вы видели на фотографии, на видео выше. Если вам нужен он больше, значит вы делаете больше, там 4 сантиметра. Если же он вам вообще не нужен, значит вы просто закрываете на той длине, которая вам нужна, просто, скажем так, закрытым краем. Пояс 170 сантиметров, это его длина. Второе основное, это, конечно же, пряжа, из которой вы будете вязать. Вы можете подобрать любую пряжу, не обязательно вам брать Alizella на Gold Classic, вы можете взять любую другую, просто попасть в метраж. Если же нет, вы тогда поиграетесь немножко с номером спиц. Я вам потом дальше постараюсь рассказать, что я имею в виду под словом «поиграемся номером спиц». Значит, какая пряжа была у меня? Alizella на Gold Classic, цвет горчица. Какие использовала я спицы? Спицы я использовала номер 2, номер 3,5 круговые и номер 3,5 чулочная, носочная, называйте как вам удобно. Что еще было нужно? Метр, ножницы, трикотажная игла для того, чтобы можно было спрятать кончики нитей, контрастная нить для набора горловины и маркеры. Маркерами я пользуюсь всегда. Для меня это очень удобно, скажем так, и меньше шансов запутаться, поэтому рекомендую, особенно для тех, кто вяжет не так давно. Ну, если у вас шикарнейшая память, вы можете обойтись и без них. Значит, смотрите, как я разделила петли. Вот попробую так схематически вам показать. Если кто понимает, можете смело уже, согласно этой схеме, приступать и вязать. Значит, для того, чтобы мне достичь нужной горловины, размера нужной горловины, мне нужно будет 106 петель. Естественно, 106 петель для фабричного наборного края я не набираю сразу, я делю на 2. Потом, когда мы будем во втором ряду провязывать фабричный наборный край, эти петли увеличатся ровно в 2 раза. Значит, мне нужно сколько? 53 петли набрать. Значит, набрала я 53 петли, во втором ряду я их увеличила, провязала несколько рядов полой резинки и разделила маркерами, скажем так, свое вязание. Выделила 4 регланные петли по 2 маркера, значит, с одной стороны, с другой стороны, с одной стороны, с другой стороны, с одной стороны, с другой стороны, с одной стороны, с другой стороны. Как я делала разделение? Значит, я всегда пользуюсь такой формулой. Приблизительно, опять же, вы пользуетесь как вам удобно, но сейчас я рассказываю, как делала я, да. Значит, смотрите, у меня 106 петель. 106 петель. Я отнимаю 4 петли, это регланные линии, вот эти вот. Я их отнимаю, у меня остается 102 петли. Значит, 102 петли я делю на 8. У меня получается 12,75. Значит, по идее, я должна опустить 12 петель или 13 петель на рукава. Так как я не хочу слишком широкий рукав, я решила оставить по 8 петель. Вы можете попробовать, посмотреть, нужно, может быть, вам как раз 12-13 петель нужно, вы хотите пошире. Но если, опять же, я повторюсь, вы хотите достичь именно того результата, который вы видели на видео, на фотографии, значит, оставляйте по 8 петель. Дальше.
12,75 умножаем на 3, получается 38,25. Значит, приблизительно у нас должно быть на спинке 40 петель и впереди 40 петель. Значит, мы сняли отсюда, да, петельки, мы поставили не 13, а остались по 8. Эти петли мы разделяем тоже между передом и спиночкой и передом. Так как у нас будут развороты, это значит, что развороты, мы будем вывязывать росток, да. Я рекомендую начинать росток вывязывать уже на спинке. Почему? Потому что, ребят, смотрите, какая у нас анатомия, да, строение нашего тела. Вот у нас идет вот затылок, да, голова. Вот так у нас, сейчас, вот видно, да, вам уже. Вот затылок, голова. Так у нас идет шейка наша, да, и потом вот так только идет спиночка. У кого-то чуть побольше здесь, у кого-то поменьше, но еще никто не ходил вот так. Да, у нас голова не прямая, шея у нас тоже не такая идеальная прямая, там никто линейку не глотал, которая переходила в спиночку. Вот, все это происходит вот именно вот так у нас строение тела. Для того, чтобы была посадка максимально удобная, максимально комфортная, максимально красивенькая, вот, мы начинаем вывязывать все-таки росток со спинки. По крайней мере, в этом кардигане именно так я делала. Значит, что? Оставляем здесь, допустим, 2 петельки, здесь 2 петельки. Хотя бы 2 разворотика сделать. Здесь 2 петельки и здесь 2 петельки. Вот здесь мы делаем, да, обратно поворотные ряды, укороченные ряды, да, как говорят. И тем самым мы увеличиваем вот эту вот часть. Значит, смотрите, здесь мы уже на 4 петли увеличили, правильно, спиночку. Дальше рукава тоже. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, здесь 2, 2, 2, 2, здесь 2. Значит, смотрите, 2, 4, нет, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 у нас разворотов, правильно? Значит, у нас здесь должно быть на 10 петелек меньше, если бы тут было 40, к примеру, да. Ну, значит, давайте так, чтобы вы не путались, я не буду сейчас вот прям эту всю формулу объяснять. Если кому-то действительно будет непонятно, я постараюсь снять отдельное видео для расчетов. Те, кто немного понимает, что такое росток, они понимают, вот посмотрев на эту схему, все понятно становится, что здесь мы делаем разворот в этой точке, здесь мы делаем в этой точке разворот, потом через 2 петли здесь делаем разворот, здесь делаем разворот. И вот так вот 10 разворотов мы делаем. 5 с одной стороны, 5 с другой стороны. Тем самым увеличивается у нас спиночка на 10 петель. Поэтому изначально мы закладываем меньше на 10 петель. Здесь. Значит, я оставила на спиночке 20 петель, на рукавах по 8 петель. Делаем мы 5 разворотов, тем самым мы вывязываем росток. И здесь мы тоже вывязываем росток. Но так как мы уже будем увеличивать в регланных линиях через ряд здесь и здесь петельки, то здесь мы уже ничего, циферку не трогаем. Здесь делаем 1, 2, 3, 4, тоже по 2 петли, не стесняемся, кто хочет по одной. Все зависит от того, какой вы хотите глубины горловинку. Так, 4, 5, 5, 2, 4. Ну, в принципе, вот так вот можно спокойно оставлять. Значит, итого у нас будет вывязан росток 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 будет разворотов. 10 с одной стороны, 10 с другой стороны. Я думаю, что плюс-минус понятно. Дальше. 30 петель у нас остается на одной полочке, 30 петель на другой полочке. И по 3 петли обязательно здесь повесьте маркеры. Здесь обязательно, потому что вы будете забывать. Провязываем айкорд шнур. Все это я вам покажу сейчас, как это делаю я. Значит, еще раз закрепим. Наша горловина. Для нее мы набираем 53 петли. Увеличиваем во втором ряду до 106 петель.
Потом провязываем несколько рядов полой резинки. Ровно столько, сколько вам нужно, высота горловины. Потому что больше горловина никак по-другому вязаться не будет в этом случае. Развешиваем маркеры, выделяем 4 регланные линии. Развешиваем марки, выделяем все вот эти вот развороты наши. По 2 петли мы оставляем между маркерами. Вот так вот все полностью. Таким образом мы вывязываем росток. Он у нас будет очень плавный, красивый, более, скажем так, кругленький. И выделяем маркерами 3 петли на одной полочке, 3 петли на другой крайней. Я думаю, что все плюс-минус понятно. Значит, смотрите, я не буду вывязывать все 53 петли, которые буду переходить в 106. Давайте я вам вот так еще закреплю схему, подержу, чтобы вам было понятно. Вы можете сфотографировать. Вот. Те, кто уже давно вяжет, я думаю, что в плюс-минус понятно, что я хотела этим сказать. Так, и приступим к нашему вязанию. Берем контрастную нить, берем основную ниточку. Так, смотрите. Берем спицы, те, которыми мы будем вязать основное полотно. Не маленькие спицы, а в моем случае это спицы 3,5. Вот так вот захватываем мы с вами хвостик. Ныряем. Вот так вот 2 пальчиками аккуратненько захватываем контрастную нить и основную. И смотрите, вниз, вверх, петелька. Я буду набирать 20 петель, вернее 10, мне нужно потом будет 20, для того, чтобы я вам просто на миниатюрочке показала, как я провязываю те или иные моменты. И вот таким вот образом, значит, смотрите, видите, контрастная нить остается внизу, а вот наша основная петелечки сверху. Вообще люблю, честно, вытягивать ниточку из середины мотка. Тогда моток не катается по всему столу или полу, кто как вяжет. Вот, кстати, у кого какое любимое место вязания, поделитесь, пожалуйста, мне интересно, потому что я безумно люблю вязать на диване, уложить очень удобно ноги, укутать их уютненько пледом, разложить вокруг себя всю информацию, там записные книжки, контейнер с этими всякими моими пряжами, в общем, органайзер со спицами, которые только есть. Так, я уже, по-моему, увлеклась. 1, 2, 3, 4, 5. Очень сильно увлеклась. Так. Значит, набрала я 10 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вы, значит, набираете не 10, разумеется, набираете столько, сколько вам нужно для того, чтобы провязать горловину. Отрезаем дополнительную нить. Значит, если вам, допустим, нужно набрать на горловину 100 петель, вы набираете 50, ровно в 2 раза меньше. Теперь мы берем спицы меньшего размера, в моем случае это 2. Вот. Честно говоря, можно взять и 2,5. Все зависит от того, как вы вяжете. Мне понравилась 2, как бы, поэтому я взяла 2. Снимаем мы первую петелечку, снимаем, делаем накид, провязываем изнаночную. 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 Еще раз. Накид. Изнаночная. Накид. Изнаночная. Накид. Изнаночная. Накид.
изнаночная. Значит, смотрите, если у кого-то этот кончик вылазит или развязывается, ну вот как-то не очень удобно, да, вы можете здесь аккуратненько, легонечко подвязать, не туго. Так, отлаживаем спицы большего размера, на который мы делали набор. Разворачиваем наше вязание. Снимаем первую петелечку и провязываем следующим образом. Снимаем петелечку, провязываем изнаночную, та, которая у нас была накид, лицевую снимаем, нить за работой, провязываем изнаночную, лицевую снимаем, нить за работой, изнаночная, лицевую снимаем, нить за работой. 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 И так продолжаем до самого конца. Накид мы провязываем, накид изнаночной, лицевую мы снимаем, нить за работой. Значит, смотрите, последние 2 петли мы провязываем накид изнаночной и последнюю кромочную тоже изнаночной. Провязали, разворачиваем наше вязание и вяжем. Это мы уже получается. Первый ряд мы двунаборный, второй увеличивающий, третий, четвертый. Так, значит, мы снимаем, лицевую провязываем, нить перед работой, изнаночную снимаем, лицевую провязываем, нить перед работой, изнаночную снимаем, лицевую провязываем, за заднюю стеночку, видите, нить перед работой, изнаночную снимаем, лицевую провязываем, нить перед работой, изнаночную снимаем, лицевую провязываем, нить перед работой, изнаночную снимаем. Лицевую провязываем, нить перед работой, изнаночную снимаем, лицевую провязываем, нить перед работой, изнаночную снимаем, лицевую провязываем, нить перед работой, изнаночную снимаем. Итак, лицевую мы провязываем последнюю, предпоследнюю и кромочную провязываем изнаночной. Вот. Итак, мы с вами чередуем. Давайте еще один ряд я вам покажу, дабы закрепить. Значит, первую снимаем, нить перед работой, изнаночную снимаем, лицевую мы провязываем, нить перед работой, изнаночную снимаем, лицевую провязываем. Вот, за заднюю стенку, видите, да? Изнаночную снимаем, нить перед работой, лицевую провязываем за заднюю стенку. И так мы продолжаем до конца ряда. Довязали до конца ряда. У нас осталось 2 петелечки. Значит, изнаночную мы снимаем и кромочную мы провязываем изнаночной. Значит так, давайте еще раз пройдемся устно.
Набираем ровно половину петель от нужного нам количества петель для вязания. Значит, если это, допустим, 100 петель, набираете 50, если это 80, набираете 40, ну и так далее. Во втором ряду вы увеличиваете ровно в 2 раза петли накидами. Потом мы провязываем первый ряд, мы, получается, увеличили, второй ряд мы провязываем изнаночные, лицевые мы снимаем нить за работой. Следующий ряд мы опять провязываем изнаночные, мы провязываем лицевые, снимаем нить за работой. Еще следующий ряд мы провязываем лицевые, изнаночные мы снимаем нить перед работой и вяжем нам на нужную высоту. Сколько вам нужно горловиночки, вот этой вот кантик, скажем так, такой красивый, чтобы был. Нужно повыше, вяжите побольше. Если нужно пониже, вяжите поменьше. Останавливаем вязание в лицевом ряду, да, это когда вот такие вот крайненькие штучки. Вот таким вот образом мы выдергиваем ниточку. Сейчас я вам покажу. Таким вот образом берете, выдергиваете ниточку. Когда вы уже провязали на нужную вам высоту, я продолжать уже не буду. В принципе, я вам уже показала. Там уже самостоятельно выдергиваете вот так вот. Давайте покажу вам, может быть. Вот цепляете за вот эту петелечку и достаете. За петелечку и достаете. Достали ниточку, она мне больше не нужна. Потом выдергиваем, вот, видели, вот эту петелечку и тянем ее. Вытягиваем. Вот этот хвостик, который здесь торчал, мы, получается, таким образом вытянули. Вот так получается такой вот фабричный наборный край. Если вы увидели после того, как вы растянули, да, что вам мало, скажем так, вы можете продолжить это вязание точно так, по такому же принципу. Лицевую вяжете, изнаночную снимаете, нить перед работой. Тем, кому достаточно, останавливаетесь и приступаете к тому, чтобы развешивать маркеры. Значит, маркеры, я уже говорила, как мы развешиваем. Обязательно выделяем 4 регланные линии, выделяем линии полого шнура. Все это желательно брать разного цвета, для того, чтобы вам потом было удобно. Сейчас. Допустим, вот у меня линии